Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как вязать вот такую большую салфетку для сервировки стола крючком. Эта салфетка рельефная, но она вяжется просто и быстро. В этом видео я старался показывать все более или менее медленно и близко к камере, насколько это возможно. Если же видео для вас будет слишком быстрое, вы можете уменьшить скорость воспроизведения видео. Прямо здесь на экране в YouTube вы можете найти внизу изображение шестеренки, вы на нее нажимаете и включаете скорость воспроизведения либо побыстрее, либо помедленнее. Также у меня есть уроки по вязанию основных элементов крючком. Вы можете перейти и посмотреть элементы, которые вам непонятны. В этих видео я старался очень медленно и подробно все рассказывать. Поэтому, если вы начинающий мастер, я рекомендую посмотреть эти обучающие видео, потренироваться и уже потом приступать к вязанию салфетки. Но все равно салфетка простая, я думаю, что все могут справиться. Схемы данной салфетки у меня нет, потому что я вязал просто по фото из интернета и немножечко даже изменил схему. То есть там была совершенно простая салфетка, я ее провязал немножко с рельефными элементами. Я ее вязал вот таким хлопковым шнуром. Толщина этой пряжи примерно 100 грамм на 100 метров. Вот я вам сейчас ее просто в миллиметрах в толщине измерю, сколько это пряжи, чтобы вы примерно ориентировались. То есть она по толщине вот 2 миллиметра толщина пряжи. Я живу в Бразилии, поэтому вязал бразильской маркой пряжи. В России и вообще в странах СНГ вы такую пряжу не найдете. Но вот сейчас я вам покажу несколько примеров пряжи, которые вы можете приобрести и вязать этой пряжей такие салфетки. И результат примерно получится точно такой же. Но я этой пряжей никогда не вязал, поэтому стопроцентной гарантии я вам не даю. Но я просто видел в интернете, что такие салфетки вяжут именно такой пряжей. Если же эта пряжа будет тонкая, например, для крючка 4 мм, чтобы получился точно такой же результат, как у меня, вы, например, можете сложить какую-то более тонкую нить 2 раза. И из двойной нити вы уже можете вязать. Я вязал эту салфетку крючком 4 мм. Диаметр этой салфетки у меня получился 38 сантиметров и в ней 17 рядов. Но вы можете вязать любым размером, который вам необходим, либо меньше, либо больше, потому что вот эта центральная часть, она варьируется по вашему желанию. Главное, чтобы количество столбиков перед вывязыванием ажурной части у нас было кратное 3. И то число, которое получается, тоже должно быть кратное 3. Для примера вам сейчас скажу. Например, у нас здесь 9 столбиков. 9 делится на 3, получается 3. И 3 также делится на 3. То есть у вас число столбиков должно делиться на 3, и то число, которое получится, тоже должно делиться на 3. Тогда вы попадете в раппорт узора. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что в принципе я все сказал по этой салфетке. Особо здесь сложного ничего нет. Я вам желаю приятного просмотра и ровных петелек. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на 2 пальца, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю. Этот хвостик я придерживаю, точнее не хвостик, а рабочую нить. Теперь под первую нить я вставляю крючок и цепляю вторую нить и вытаскиваю. У меня образуется здесь вот такая петля. И теперь через эту петлю я протягиваю рабочую нить. При этом я вытаскиваю аккуратно пальцы, чтобы у меня ничего не развалилось. Вот получается вот такое кольцо. Еще раз показываю. Кладу нить вот так на 2 пальца, оборачиваю, скрещиваю. Под первую нить вставляю крючок, цепляю вторую нить. Вытаскиваю, у меня образуется петля, и в эту петлю я уже вытаскиваю рабочую нить. Все, теперь приступаем к вязанию. Нам в это кольцо нужно провязать 12 столбиков без накида. Я делаю одну воздушную петлю подъема. Вот этот маленький первый узелок я не считаю. И теперь в это кольцо нужно провязать 12 столбиков без накида. Вставляем в кольцо крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Вот первый столбик. Второй. Третий. И так продолжаем вязать в кольцо 12 столбиков без накида. Итак, вот я провязал 12 столбиков без накида. Считаю вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. А вот это здесь корявая петля, косичка, это была воздушная петля подъема, то есть она не считается. 12 столбиков без накида. Теперь я вот этот хвостик тяну и затягиваю наше кольцо, чтобы сомкнуть наши все эти столбики.
тянем посильнее, но не очень сильно, чтобы не разорвать нить. Теперь этот хвостик я кладу вот так сверху нашей рабочей нити, туда-назад. И теперь в самый первый столбик без накида мы соединяемся соединительной петлей. Так, еще можно чуть-чуть подтянуть. Все. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик, который мы сзади там замкнули, мы его обратно вперед сюда кладем. И теперь вот так в вязании я его буду прятать сейчас под столбиками второго ряда. Итак, приступаем ко второму ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Теперь еще 2 воздушные петли, как арка между столбиками. Теперь выполняем накид. И уже в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Вот это. То есть отсюда мы выходим, у нас уже здесь есть первый столбик, наши воздушные петли. И в следующую петлю вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот так. То есть выполнили столбик с одним накидом, 2 воздушные, столбик с одним накидом. Теперь опять 2 воздушные. И выполняем столбик с одним накидом в следующий уже столбик. Вот он. При этом не забываем, что у нас здесь замыкается вот этот наш хвостик. Чтобы его не обрезать, просто мы его спрячем. Опять 2 воздушные. И выполняем столбик с одним накидом уже в следующий столбик. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца, то есть выполняем в каждый столбик без накида предыдущего ряда столбик с одним накидом и везде между столбиками 2 воздушные петли. Итак, провязали второй ряд до конца, я выполнил 12 столбиков с одним накидом и везде у меня по 2 воздушные петли между столбиками. Теперь мы соединяемся с первым столбиком, но мы можем соединиться не во вторую воздушную петлю подъема, как обычно, а можно соединиться за сам столбик, то есть мы прям вставляем сюда крючок и провязываем нашу соединительную петлю. Вот так. То есть таким образом мы оказались сразу в арке, что нам нужно для следующего ряда. Теперь приступаем к третьему ряду. В этом ряду в каждую арку мы будем провязывать 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. И между этими группами у нас будет по 3 воздушные петли. Итак, выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, не завершенный. Еще сюда, в эту же арку, выполняем еще 2 столбика с одним накидом. Накид, провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. То есть вот мы его дальше не закрываем. Опять накид и второй столбик с одним накидом сюда же. Ну, то есть уже получается третий по счету. 3 столбика. И теперь делаем общую вершину. То есть провязали группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую группу выполняем то же самое. Накид, столбик с одним накидом, не завершенный. Накид, второй столбик с одним накидом, не завершенный. Накид и третий столбик в эту же арку с одним накидом, не завершенный. Мы провязали 3 столбика с одним накидом, не завершенный. У нас 4 петли на крючке, и теперь все вместе провязываем. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем то же самое. Таким образом мы работаем в каждую арку по 3 столбика с одним накидом, не завершенные. Выполняем общую вершину. И везде между этими группами у нас будет по 3 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили в каждую арку группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной и везде между группами по 3 воздушные петли. Также я выполнил в последнюю арку, выполнил 3 воздушные петли и теперь вот в вершину самой первой группы соединяемся соединительной петлей. Теперь приступаем к нашему 4-му ряду следующему, выполняем соединительную петлю сразу в следующую арку. 2 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом. И еще 3 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Накид. И вяжем столбик с одним накидом. 1,
2 и третий столбик. То есть получается, мы в арку провязали 4 столбика с одним накидом. Теперь выполняем одну воздушную петлю и в следующую арку, то есть вот эти группы мы будем пропускать, мы с ними не работаем. И сразу в следующую арку выполняем также 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три и 4. Вот такой наш раппорт. Одна воздушная. И вяжем таким образом ряд до конца. В каждую арку выполняем 4 столбика с одним накидом. И между этими группами у нас одна воздушная петля. Провязали 4-й ряд до конца. Выполнили в каждую арку по 4 столбика с одним накидом. У нас такие группы получились по 4 столбика. И между этими группами у нас везде по одной воздушной петле. Теперь я подошел к концу ряда, выполнил одну воздушную петлю и теперь во вторую воздушную петлю подъема соединяюсь соединительной петлей. Прям вот так крючком цепляю нашу вторую воздушную петлю подъема, туда его вставляю, цепляю нить и протаскиваю, провязывая соединительную петлю. Теперь приступаем к следующему 5-му ряду. В этом ряду у нас в каждой группе будет прибавка. В этом ряду и во всех последующих. То есть в каждый последний столбик группы, вот у нас идет группа, и в группе последний сейчас 4-й столбик. И в каждый последний столбик мы будем провязывать 2 столбика. 2 воздушные петли подъема как первый столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик провязываем также столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик с одним накидом. Теперь подошли к последнему столбику в этой группе и провязываем в него 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же второй. Вот так. Здесь у нас одна воздушная петля разделения между группами и уже следующая группа. Также в первые столбики мы вяжем по столбику. Раз, два и 3. В последний столбик группы провязываем прибавку, то есть выполняем 2 столбика. Вот такой наш раппорт. Одна воздушное разделение между группами. И выполняем в следующие по одному столбику. Раз, два и 3. И в последний столбик группы провязываем прибавку. И разделение между группами одна воздушная. Все, таким образом провязываем ряд до конца. То есть все столбики мы повторяем, только в последний делаем прибавку. Вяжем не один столбик, а 2. И везде между группами по одной воздушной петле разделения. Таким образом вяжем ряд до конца. Итак, провязали 5-й ряд до конца, выполнили последнюю нашу группу и одну воздушную петлю. То есть везде у меня по одному столбику, только в крайний столбик группы у меня прибавка. Везде так. То есть в предыдущем ряду у нас было по 4 столбика, в этом ряду у нас уже получилось по 5 столбиков в каждой группе. Итак, воздушную петлю сделали. И теперь во вторую воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Приступаем к следующему 6-му ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид и в следующий столбик столбик с одним накидом. Также вяжем до последнего столбика этой группы. По одному столбику в каждый столбик. Вот, провязали по каждому столбику, по одному столбику в каждый столбик. И вот передо мной последний столбик, то есть 5-й столбик предыдущей группы. И в него, в последний столбик, мы также выполняем прибавку.
То есть мы всегда будем выполнять прибавку в последний столбик каждой группы. То есть в этом ряду у нас уже получается 6 столбиков. 4, 5, 6, дальше будет 7, 8 и так далее. Одна воздушная петля разделения между группами и в следующую вяжем по столбику до последнего столбика группы. По одному столбику в каждый столбик. Вот провязали по столбику в каждый столбик. И передо мной последний столбик группы. В него выполняем 2 столбика. Первый и второй. Далее одна воздушная петля разделения между группами. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик по столбику, только всегда в последний у нас идет 2 столбика. И по одной воздушной петле разделение между этими группами. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.